Итак, очередная долгожданная серия из говна и палок, цель которой показать, что главное это желание, а не оборудованная мастерская. Приятного просмотра! Этот проект постараемся сделать максимально бюджетным, а самые бюджетные сухие доски реализовываются на строительных свалках, сюда мы и отправились. На простых бытовых мусорках тоже можно найти достойный вариант, но друг говорит, что там намного сложнее, да и покопаться придется прилично. В итоге я отобрал порядком приличного материала и отправился в мастерскую. Тут многие скажут, что каждый сможет съездить за материалом на машине. Окей. Спустя несколько часов я наконец в мастерской. Уставший, злой, но весьма довольный собой. Затем еще несколько рейсов и можно приступать к работе. Следующим этапом надо напилить доски в одинаковый размер. Да, согласен, что такая крутая торцовка найдется не у всех. Но если есть желание, можно обойтись инструментом попроще, который точно есть у каждого. Конечно, в удобной мастерской каждый сможет. Согласен, но если вы действительно хотите, работать можно, да хоть в поле. Блять, зачем я это сказал? Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный свет, алый на рассвет, али есть то место, али его нет. В общем, напилили мы в поле с конем досок, теперь осталось разобрать раму. Да, конечно, с таким крутым молотком работать одно удовольствие. Но если у вас такого нет, всегда где-то рядом лежит природный эко-молоток. В итоге имеем вот такую пачку сухих бесплатных досок, которые надо обуглить. От бесплатных досок, как правило, остаются бесплатные обрезки. Их и пускаем в дело. Берем зажигалку. Ладно, перекусили и дальше за дело. Как вы поняли, это будет максимально бюджетный проект, дешевле разве что даром. И у вас, кстати, есть возможность отжать у Кракена очень ценные призы. О чем это я? Гроза морей и моряков, ужас из глубин, Кракен. Он пришел в мир кораблей, чтобы дать бой самым опытным командирам и поделиться своими сокровищами с самыми достойными. В мире кораблей стартовал ивент «Дары Кракена» с нереально щедрыми наградами. Что же хранит этот гигантский монстр со дна? 3 мощных игровых компьютера с уникальным дизайном по мотивам любимой игры, а также более 20 тысяч разнообразных наград. От геймерских кресел и компьютерной периферии до фирменных сувениров и внутренних наград. Лично я собираюсь отправляться на битву с Кракеном на линкоре. Конечно же, мой выбор пал на Ямато, ведь это крупнейший линкор, когда-либо созданный. А вооружение у него такое, что даже такому гиганту мало не покажется. 460 миллиметровые пушки — это вам не шутки. Главное помнить про позиционку. С такой толстой броней быстро сместиться не выйдет. В общем, планы грандиозные. Так что советую вам тоже проверить себя в бою. Заходите в описание, качайте игру, забирайте подарки для быстрого старта и вперед побеждать Кракена. Пора играть. Заготовки кладем на мангал и ждем, пока они хорошенько прогорят, но так, чтобы еще не развалились на угли. В общем, немного поэкспериментировали и стало понятно, что таким образом не получится добиться глубоких трещин между углями, а они нам очень нужны. Поэтому берем крутую болгарку со специальным диском. Ну да, конечно. В общем, при помощи простенькой болгарки с простым отрезным диском делаем вот такие пропилы. К слову, болгарка — это и будет единственный электроинструмент во всем проекте. Уверен, что у каждого есть доступ к такой штуковине. Затем снова отправляемся к бесплатному огню. И пытаясь контролировать процесс, нам надо добиться вот такого результата, чтобы промежутки между углями были максимально глубокими, но они все еще держались одной цельной доской.
Пока доска углей остывает, занимаемся опалубкой. В основе может лежать любой листовой пиломатериал. Его, к слову, можно без проблем найти все там же, где и этот брус. В итоге потратиться придется только на скотч, которым надо хорошенько все проклеить, чтобы в последующем разобрать опалубку. По периметру все промазываем силиконом. Да, он стоит денег. И уже сейчас, пересматривая ролик, я понял, что можно было бы попробовать обойтись глиной. Как вам идея? В общем, если этот формат вам зайдет, то мы оперативно запилим следующую серию, где заменим силикон глиной и так далее. Конечно же, все упирается в просмотры. Лучший способ помочь в продвижении ролика, так это поделиться им где угодно. Длинный коммент, лайк и подписка также очень важны. Так что с вас репост, а с меня глина в следующей серии. К тому моменту доска углей остыли, и я уложил их в опалубку. Следующим этапом разводим смолу. И это единственная позиция, на которой не стоит экономить. Я знаю, о чем говорю, так как работаю со смолой уже более 5 лет. Это состав под названием Art Eco. Отлично подходит для тонких, немассивных заливок, поскольку сохнет в течение 2 суток. Смолу я подкрашиваю красным, желтым и оранжевым красителем. Их, к слову, можно заменить стержнями от гелевых ручек. Да, я понимал, что большинство подкрашенной смолы утечет под доски, но все же где-то останется, и это важно, так как нам надо получить эффект, похожий на лаву между углей. Его мы и доработаем в дальнейшем. Все угли хорошенько пропитываем кисточкой. В итоге они впитают смолу, смола полимеризуется, и угли станут довольно стабильным, крепким материалом. Плюс это практически исключит появление пузырьков воздуха, который выходил бы из них бесконечно, если это делать одной массивной заливкой. На следующий день, как и ожидалось, большинство подкрашенной смолы ушло под доски. Но это не страшно, и можно заливать основной слой. Это все тот же состав Art Eco. Еще через 1 день можно смело разбирать опалубку. Теперь нам предстоит сделать выборку и добраться до трещин изнутри. Для этих целей идеально подходит ЧПУ станок. Да понял, я понял. Поскольку мы сами себе разрешили пользоваться только болгаркой, ей и придется пользоваться. Первым делом при помощи отрезного круга делаем кучу бороздок, а затем всеми подручными инструментами и болгаркой делаем выборку, пока ЧПУ прохлаждается в мастерской. Спустя несколько часов я добрался до уровня, на котором трещины уже просвечиваются насквозь. Это и есть основная задача. Следующим этапом из остатков пластика сооружаем простенькую опалубку. Промазываем силиконом и отправляемся к ножкам. Их мы делаем также из мусорного дерева, в нашем случае сосны. Сперва придаем хаотичный узор при помощи болгарки, а затем снова отправляемся к огню. Но на этот раз надо совсем слегка обжечь заготовки, для того чтобы сравнять острые края и придать цвет дереву. Для того, чтобы облагородить эту огненную покраску, любым мелким абразивом, в нашем случае губкой, подчищаем всю заготовку и в финале пропитываем маслом. Такие масла, кстати, можно раздобыть у представителей в качестве пробника. Да, объем будет маленький, но и расход совсем невелик. К тому времени силикон высох и можно заниматься установкой ножек. Для того, чтобы избежать хитрых и сложных соединений, мы просто-напросто зальем ножку смолой. Это действительно выход. Смола впитывается в дерево и в итоге жестко и крепко фиксирует ножку. С внутренней стороны ствол будет посвечен простенькой светодиодной лентой. Ее мы и крепим. Собственно, что и требовалось доказать. При наличии какого-то минимального инструмента вполне можно получить вот такой результат. Конечно, на таком столе особо не потанцуешь, но в качестве какого-то небольшого журнального столика вполне себе сгодится.